Всем привет! За счет ухода из России многих автопроизводителей, Китай колоссально повысил продажи своих автомобилей. Играя на панике, россиян просто заставили покупать то, что есть в автосалонах. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Многие отмечают, что современные китайские автомобили существенно отличаются от тех, что выпускались 10 лет назад. Это технологичные машины с привлекательным дизайном. Китайский автопром прошел половину пути к качественному, со всех точек зрения, автомобилю. Это касается и оснащения, и дизайна. Претензия есть только к слабым двигателям на 1,5 литра и их сочетанием с трансмиссиями. С точки зрения внешнего вида, россияне сейчас предпочитают многие китайские машины вместо японских. Некоторые китайские автопроизводители имеют минимум проблем с коробками и моторами, благодаря тесной работе с европейскими производителями. Например, Geely использует множество разработок, принадлежащей ей компании Volvo. Эксперты сейчас утверждают, что больше дешевых китайских машин не будет. Наращивая качество и конкурируя с мировыми лидерами, производители из Поднебесной не будут держать цены на уровне ниже рыночного. Подорожают они и за счет растущих вложений в маркетинг. Благодаря отсутствию других предложений, в этом году в России будет продаваться все больше и больше китайских автомобилей. Также стоит отметить, что китайцы меньше или практически не страдают от недостатка микрочипов и полупроводников. Они сами их производят и распределяют в первую очередь среди китайских автопроизводителей. Давайте еще обратим внимание на интересную свежую статистику. Более половины россиян все еще планируют сменить автомобиль, причем треть из них готовы прибегнуть к помощи кредита. Таковы результаты совместного исследования экспертов Росгосстраха и Банка Открытия. И явно, что большой процент желающих купить новый автомобиль предпочтут китайца. Пока российские автозаводы в срочном порядке ищут замену простым европейским комплектующим, китайцы размышляют о возвышенном. Власти Китая уже запускают ряд мер для поддержки производства и эксплуатации летающих автомобилей. Речь идет о приличных субсидиях, а также создании инфраструктуры для флайкаров за государственный счет. В Китае уже проектируют два типа летающих автомобилей. Первый – гибрид автомобиля и самолета или вертолета. То есть такой аппарат может и ездить по обычным дорогам, и летать. Вторая разновидность – это большие коптеры с различными видами двигателей. Они гораздо проще в производстве и дешевле в обслуживании. В Китае направление флайкаров развивают много компаний, но стоит выделить две основные – автомобильную компанию XPeng и производителя пассажирских коптеров Yihan. Ну и обещанная мною шутка юмора. Китайца спрашивают: «Ну как вам Москва?» На что он отвечает: «Отлично, чисто, тихо и народу мало». А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Как вы относитесь к китайским автомобилям? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, что когда человек трудолюбив, то и земля не ленится.